Друзья, всем привет! Заранее извиняюсь за шум, потому что я заехал на мойку самообслуживания и после нее пытаюсь немного высушить мотоцикл, но, к большому сожалению, начинается дождь. А зачем я в дождь заехал на мойку самообслуживания? Потому что я сейчас нахожусь на МКАДе и двигаюсь в направлении Раменского района Московской области. Для того, чтобы исправить вот эту досадную неприятность с вечно болтающимся кофром. Зачем я хочу это сделать? Потому что, во-первых, у меня закреплена камера к креплению, и она очень сильно болтается, не знаю, видно или нет. И, во-вторых, если вдруг, мало ли, попаду я куда-нибудь опять в очередное эндуро или решу нагрузить кофр, хочу, чтобы крепление было надежным, более надежным, чем заводское. Про эту проблему знают многие. Это еще пока новый крепеж, он полностью целый, но, к сожалению, кофр уже сильно болтается. А когда он начинает разрушаться, это все, естественно, усиливается и прогрессирует. И тебе начинают тыкать все автомобилисты, типа, у тебя кофр сейчас отвалится. Прям машут руками, останавливаются и так далее. Такого я не хочу. Я уже делал это усиление у того же самого мастера 4 года назад на своем предыдущем мотоцикле. Попал я к нему интересно. Я увидел сделанную работу такого плана у одного клиента и спросил, а кто же тебе сделал так классно? Не то чтобы я не могу сделать это сам, я могу. Что именно мы будем делать, я покажу вам чуть позже. Я пока не знаю, согласен ли этот мастер на съемку, потому что он как-то проигнорил мой вопрос заранее. Поэтому исхожу из того, что все съемки с рассказами я буду проводить вот в таком формате. А там я сделаю только несколько кадров самой работы и позже расскажу, что к чему. Значит, данное усиление будет актуально только тем, у кого вот эти вот ручки стоят пассажирские. Я делал только с оригиналом, с Китаем я не делал. С китайскими ручками есть много нюансов. Они, во-первых, кривоватые, во-вторых, они не очень хорошо встают, и в-третьих, у них рама состоит из 2 половинок, поэтому там не знаю. Но я исхожу из оригинала и, в общем, смотрите, а я пока поехал. Усилитель из трубы приваривается к раме ручек пассажира и является дополнительной опорой для кофра. Так вот это вот выглядит в заготовке. Итак, началась подгонка, зачистка и первые прихватки. Базовая конструкция будет выглядеть так. После того, как мы поймали предварительные размеры, мы сняли багажник для того, чтобы прихватить эту деталь посильнее. Данная процедура проводилась несколько раз, снятие установки багажника и корректировки по высоте, для того, чтобы деталь поджимала багажник сильнее. После того, как положение было найдено, были приварены косынки, и это все дело было уже достаточно серьезно обварено по месту. Естественно, клемма с аккумулятора снята, и все детали, которые могли поплавиться, были закрыты. Итак, в данный момент рама у нас снята, окончательно сваривается, довариваются все усилители, и дальше она будет окрашиваться порошком. Вот в таком вот виде у нас тут все разобрано. Тут сейчас, поскольку место в гараже не очень, прям на улице занимаемся, но это в общем и целом не мешает. Кстати, вот так вот я расположил усилитель. Итоговый результат, покрашенный порошком. Так вот выглядит сварка. Я бы сказал, что на вид от заводской не отличается, если только в лучшую сторону. Сейчас все это дело будем собирать и наслаждаться готовым результатом. Итоговый результат. Кофр стоит практически мертво. Ну, конечно, не совсем мертво. И вот у нас труба, усилитель. И все это красиво. Прям от завода особо не отличается. Вот так, наверное, будет получше видно. По-моему, прекрасно. И камера так болтаться уже не будет. Итак, друзья, наконец-то я дома. Уже
больше 9 вечера. Последний час я ехал под ливнем. Хотел вам записать это окончание на какой-нибудь заправке, но решил, что проще уже дома. Значит, я очень доволен результатом, очень доволен сегодняшним путешествием. Оно было не таким уж длинным, но довольно долгим, потому что по бесплатным дорогам ехать в Раменский район Московской области — это та еще веселуха. Но я, возможно, не закончил мысль, сейчас не помню. Почему бы не сделать это самостоятельно? У меня есть трубогиб ручной гидравлический. У меня есть небольшой, пусть и очень давно это было, но у меня есть небольшой опыт изготовления самопальных дуг на мотоциклы. Товарищ, к которому я ездил, он как раз-таки занимается изготовлением дуг и заодно вот освоил такое вот направление с усилением кофров. Но я могу сказать точно, что без опыта конкретно в данном направлении у меня это получится менее аккуратно. А учитывая то, что за очень скромный ценник человек делает эту работу за 3-4 часа, ну 4 где-то часа получается, включая покраску порошком, то я промучаюсь с этим делом сам. В итоге сделаю это менее аккуратно с первого раза, так еще и как минимум половину этой цены, если не больше, отдам за порошковую покраску. То есть, соответственно, получается, что мне реально, даже умея все это делать самостоятельно, дешевле доехать до этого человека и попросить его сделать мне эту работу. По крайней мере, пока. Возможно, после этого видео эта работа может сильно подорожать, потому что к нему хлынет, возможно, поток людей, потому что тема реально очень интересная. Значит, это не реклама, я пользуюсь его услугами сам уже второй раз. Первый раз был осенью 2020 года, и первый опыт ездит на моем предыдущем мотоцикле до сих пор, я его до сих пор обслуживаю, и второй опыт будет ездить. Надеюсь, я проеду на этом мотоцикле много. Планов у меня на этот сезон полно, и не только на этот. Если кому-то нужны контакты, напишите мне в личку под этим видео или там в комментарии или в описании. Есть ссылка на мой сайт, на Топлинк, там все мои контакты. Напишите мне в WhatsApp, я вам скину контакт человека, лично с ним договоритесь. Это видео не является рекламой, но почему бы не порекомендовать хорошего рукастого человека, которых на Руси, конечно же, много, но хотелось бы, чтобы их было больше. С вами был я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Надеюсь на ваш лайк, комментарий и подписку. Всем отличного сезона, всем пока!